Друзья, всем привет! С вами компания PandaWay. Сегодня мы находимся в Гуанчжоу и покажем вам новый Onvo L60. Почему именно в Гуанчжоу и почему Onvo L60? А потому что они прокачали свой автопилот, и сейчас он получил сумасшедшие городские характеристики для автопилотирования. А здесь, друзья, у нас стоят все три модели компании Onvo. L80, L90 и сегодняшняя наша L60. Кстати, на эти две модели мы уже снимали обзоры, на нашем канале есть, настоятельно рекомендую посмотреть. Обе модели нам очень понравились. Что же такое L60? 2026 модельного года, между прочим, то есть обновленная модель. Это среднеразмерный кроссовер, спроектированный как технологический флагман в своем сегменте. Очень красиво выглядит он, особенно с этой части. Обратите внимание на заднее антикрыло. Очень все так стильно смотрится. Автомобиль построен с использованием интеллектуальных технологий старших моделей NIO ES9 и ET9. Фундамент машины – это полноценная 900-вольтовая архитектура. Эта платформа дает автомобилю высокую общую эффективность, увеличивает запас хода и значительно сокращает время зарядки. Есть заднеприводная комплектация, есть полноприводная. У заднеприводной ускорение 5,9 секунд до сотни, у полноприводной 4,6. Сегодня, ребят, в конце ролика мы поговорим с Антоном и решим, стоит ли автомобиль своих денег. На крыше мы видим лидар и два рожка. Рожки – это камеры. Между прочим, камеры высокого разрешения, 8-мегапиксельные, всего их здесь 7. И благодаря этим камерам система создает детализированные картинки. И даже в темноте эти картинки четкие. Вы знаете, можно даже сказать, что это какой-то аналог ночного зрения, что ли. Посмотрите, что он выдает. Ребята, обратите внимание, какая же здесь темнота. Я лично очень плохо все вижу глазами, но если я включу камеру для слепых зон с обзором 180 градусов, в этой темноте смотрите, как все хорошо видно. Еще разок снаружи. Ничего нету. Не здесь. И ведь это сыграет огромную роль при безопасности. Во-первых, когда камера хорошо видит в темноте, это уже колоссальный плюс к автопилоту, к безопасности автопилота. Плюс широкий угол. Он видит даже обозначает, что слепая зона, здесь он ее отобразил, и здесь он ее отобразил. Супер вообще. Там один огонек горит, светится здесь Да. Все остальное просто темень. Вот так мы можем включить. Хоп, картинка сразу поменялась, да? И вот так. Да. И это, опять же, может все использоваться в режиме ночного сторожа, да? Когда у вас машина запаркована. Ну и сценарий номер 2, когда вы сдаете задним ходом, у вас пожалуйста, там пёселей видно, хорошо. А если сейчас... А если через камеру посмотреть, то здесь ничего не видно. Он пёсель здесь сидит. А если вы будете приобретать современного японца, либо немца, там таких камер и подавно не будет. При малейших сумерках там будет полная слепая зона. Камера вам ничего не покажет. В основе интеллектуальной системы здесь лежит чип Shenzi NX9031. Это мощный 5-нанометровый процессор. В нем используется 32-ядерная архитектура. Пропускная способность памяти достигает 546 гигабит в секунду, что в 2 раза больше, чем у текущих конкурентов на рынке. Для водителя это означает мгновенный отклик интерфейса и способность системы обрабатывать огромные массивы данных без зависаний. По подвеске, друзья, сзади у нас привычная нам многорычажка, а спереди непривычная нам Макферсон. Мы покатались на автомобиле, и вы знаете, разницу между двойными поперечными рычагами и Макферсоном я, честно, даже и не почувствовал. Ездили мы на нем довольно долго, часа 3, наверное, по разным дорогам, и быстро, и медленно, и по плохой дороге, и по хорошей дороге. Антон, ты почувствовал разницу между автомобилями более дорогими? Нет. Антон говорит нет. Вы, наверное, не слышите его. В общем, друзья, подвеска хорошая. Автомобиль легкий. Между прочим, он на 15 килограмм легче, чем Tesla Model Y. Батарейка здесь есть двух типов. Литий железофосфатная
на 60 киловатт-часов, а есть тройная литиевая на 85 киловатт-часов. На малой батарейке вы проедете 530 километров, а на более емкой 740 километров. Да, по китайскому циклу CLTC. Зарядных портов здесь 2, естественно. Медленный порт однофазный. Через быстрый порт, благодаря 900-вольтовой архитектуре, вы зарядите автомобиль с 10 до 80% за 25 минут. Но зато есть swap battery, то есть замена батареи менее чем за 3 минуты. Конечно, может быть, для вас это не так интересно, но я думаю, что технология развивается, и в скором времени, и, возможно, в России у нас будет такая же возможность. Заявленный расход энергии здесь 12 киловатт-часов на сотню. Но сегодня мы сделаем замеры на реальный расход. Багажник у L60 очень вместительный, 763 литра. Но, друзья, рассказать мы вам хотим об одной интересной фишке, которую придумали первыми Onvo. Это встроенный холодильник на 50 литров, который идеально размещен здесь под эту нишу, спроектирован. И причем стоит он недорого, всего 2000 юаней. И вот представьте, приезжаете вы на берег Охотского моря, ловите свеженького краба, замораживаете его в холодильничке, который специально здесь предназначен для этого места, и привозите домой свежую рыбку, свежего краба, да и вообще просто какие-то замороженные продукты можно взять на природу. Ну не чудо ли это, а? И вот смотрите, как он четко вписывается сюда. То есть он не занимает место вашего багажника, он занимает только нишу, которая обычно всегда у нас закрыта и ничем не приметная. Питается он от прикуривателя, обычная розеточка вот здесь предназначена для этого. Все, друзья, ничего просто не занимает. И при обычном использовании у вас нет ни одного намека на то, что здесь есть холодильник. Пожалуйста, 763 литра, загружайте. Если разложить задний ряд, получается 1785 литров. Длинное пространство, где, наверное, при желании можно бросить матрасик и поспать. А мне интересно, если раскладывать задний ряд, прижмутся ли у нас ремни или нет? Или они это тоже продумали? И что у нас происходит? И ремни зажимаются. Это вот, кстати, о том, что некоторые продумывают этот момент очень грамотно. Самое главное, что здесь они исправили, даже улучшили, можно сказать, это автопилот. На новых чипах, которые работают великолепно, в городе автопилот просто управляется идеально. И вы знаете, вот сейчас мы едем в Гуанчжоу, где куча развязок, про которые я вам говорил сегодня. И вот сейчас буквально меня автопилот спас. Если бы я ехал по навигатору, по картам, то я бы поехал бы сейчас куда-то в другую, в правую сторону, потому что мне нужно было оказаться в тоннель. Вот, обратите внимание, какие развязки. Вот они, о чем я говорю, вот эта спираль какая-то. Где здесь поворачивать? Я не знаю, где поворачивать. Нам нужно вон туда, и куда он нас повезет? Он повезет нас, естественно, в правильное место, понимаете? У нас тут какие-то разметки, там какая-то проходит железное полотно, соединяющее мост. И вот он все это видит, то есть он понимает, как ему ехать. Не привязываться к линиям, он именно привязывается к дороге. Вот сейчас он перестраивается, ему нужно влево уходить. Он перестроился, подрезая, я бы так сказал, задний автомобиль, безопасно подрезая. То есть он не боится того, что едут другие машины. Он научен уже на то, что в городе у него не будет идеальных условий. Да, это загруженный город, да, это много машин, да, где-то нужно кого-то наглого, какого-то водителя немножечко там поджать, заставить его уступить дорогу, потому что далеко не все водители вежливые, как в Китае, так и у нас, в принципе, везде такое, да. Сейчас он немного принял в левую сторону для того, чтобы пропустить водителя, который не хотел нам уступать дорогу. И потом он вклинился обратно в свою полосу. Слушайте, отлично. Просто отлично. Смотрите, обратите внимание, мы идем в потоке. Конкретно в потоке. То есть мы не отстаем, не пропускаем кого-то вперед. Мы идем четко в потоке, даже обгоняя машины, которые по краям. Меня, в общем, свербит. Давайте теперь добавим в коллекцию фразочек от Pandaway «безопасно подрезая». Как можно безопасно подрезать, Леш? Аккуратно. Безопасно, значит, не создавая аварийной ситуации на дороге. Это безопасно. Это в целом уже, типа, это не совсем-то безопасно подрезать. Ну да. Вот, блин, вот опять, да, вот эта вот история. Да. А я сейчас сижу и просто снимаю видео. А машина сама едет. Куда она едет? В какую-то ужасную пробку. Кстати, вот опять же, да, в пробках
Это вот тот момент, когда, ну, водители все начинают нервничать. Вы сидите, едете там, где движение, ну, когда поедем. А представьте такую ситуацию, что вы можете просто спокойно сидеть и общаться с другом, да, или там сидеть в телефончике, конечно, я бы сказал, но, наверное, так нельзя говорить, вам наругают. Вот смотрите, вот сейчас мы вклиниваемся, да, у нас сзади поток машин, водителей которых хотят пролезть все, и мы аккуратно влезли, безопасно подрезая всех. А еще мне нравится, что машина не заставляет меня держать руки на руле. Вот она каким-то образом видит, что я здесь живой, что я контролирую дорогу. Наверное, с помощью этой камеры салонной. Ну а пока машина меня везет до нашей финальной точки, можно поговорить про салон. Сидеть здесь комфортно. Я, вы знаете, сначала сел, и мне показалось, как будто сидушка по краям жмет. Нет, не жмет. Прошло вот сейчас вот несколько минут. Мое тело быстренько приспособилось под эту сидушку. Хорошо, не жмет. Обзорность великолепная, все классно, все здорово, но для меня прям очень маленькие зеркала здесь. Обратите внимание, что это за какой-то квадратный кусочек. Ну, как Антон сказал, не квадратный, но тем не менее, он какой-то вот чуть-чуть ему доделай, и будет квадратный. Я не знаю, таких зеркал я еще не видел. Поговорим про внешний вид. Да, это теперь фейслифт, и мне он больше нравится, стал более агрессивный. Убрали здесь диффузоры, которые, по моему мнению, портили внешний вид автомобиля. Добавили юбки вот такие в круг, а-ля под рисунок карбона. Смотрится теперь агрессивно. Вот я действительно хотел бы гонять на таком автомобиле. Он ориентирован для молодых родителей, либо для холостых пацанов. В общем, тачка огонь, имеет место быть. В салоне вместо классической приборной панели установлен информативный проекционный дисплей HUD, на который выводится скорость, навигация и данные автопилота. По материалам весь потолок обшит микрофиброй. Здесь у нас искусственная кожа. На сиденьях частично микрофибра. Есть вентиляция, есть подогрев. Здесь у нас тоже микрофибра. Вот здесь зажали, здесь голый пластик. И как будто бы за эту стоимость можно было бы дать и побольше. Вот именно здесь. В целом вопросов нет. Все остальное тактильно приятно, выглядит интересно. Вот даже пенка есть такая, ну, в общем, все здорово. Я не знаю, докопаться не до чего. Медиаэкран здесь огромный, 17,2 дюйма, 3К разрешение. И вот все это чудо работает на операционной системе SkyOS. Но с лаунчем Coconut. Она объединяет в единую рабочую сеть автопилот, салон, шасси, кузов и даже силовую установку, плюс облачные сервисы. Производитель заложил поддержку обновлений программного обеспечения как минимум на 10 лет. Минус – нет английского языка. Вопрос почему? В чем сложность добавить английский хотя бы? Ведь у главного бренда NIO-то есть сразу в базе, а здесь нету. С новыми технологиями не понимаю. Холодос у нас тут тоже есть, между прочим. Как бы это мне показалось странным. Открыть его. Вот, пожалуйста, открыть. Небольшой. Ну, на пару бутылок воды. Само то. Еще раз напомню, что столик у нас идет за доплату. Есть ли в нем смысл? Ну, я даже и не знаю. Ну, вот если вот так миксовать надо. Чем тебе так не устраивает? Ну, так не очень. Не очень? Кстати, вот у нас в этой версии электропривод заднего сиденья. Смотрите, мы сейчас поворачиваем в левую сторону. У нас запись с левой камеры, она увеличилась, с правой уменьшилась. Потом дальше все это вернулось. Вот. Как бы интересная штука. Кому она пригодится, я не знаю, потому что у меня в Xpeng уже вот 3 года эта штука есть. Но, друзья, я ни разу ей не пользовался. А вот нужная вещь – это вот такое зеркало электронное. Вот оно. То есть это заменяет вам зеркало заднего вида. Пожалуйста. Поставили в нужное место, едете и видите. Почему? Потому что в этом автомобиле амбразура задняя, она очень узкая, и в нее смотреть, ну, можно, ну, мало что вы там увидите.
Поэтому, конечно же, вот это вот все дело гораздо интереснее. Да, вот Антон показывает, что можно регулировать здесь наклон, приближение. О, кстати, это сейчас, получается, был поворот, Да. и это зеркало, оно превратилось у вас вот в камеру, боковую камеру. Обратите внимание, вот, пожалуйста. Вот такое мультифункциональное у вас зеркало. Машина у нас тест-драйвская, на которой любят, наверное, погонять, не свое же, не жалко. Давайте посмотрим, сколько здесь расход. За все время 278 километров она проехала, 16,7 киловатт-часов расход. Это полный привод, друзья, полный. Я скажу, довольно неплохо для неэкономичного движения. Ладно, слушайте, автопилот-то хорошо, но скучно. Честно, давайте погоняем на ней нормально так. И вот в управлении она очень приятная. Ее не раскачивает, то есть автомобиль как бы такой, да, не высокий, с низким центром тяжести. Его сильно не раскачивает на резких поворотах. Дорогу чувствует хорошо, обзорность хорошая, стойки особо не загораживают ничего. Педали, газ, тормоз понятные, вообще вопросов к ним нету. Вот к рулю, конечно, есть вопросы. Опять же, зажимает физические кнопки. Информативность руля хорошая, руль довольно хорошо сбалансирован. Он не воздушный такой, знаете, не жесткий. Я думаю, что прям большинству понравится. Жесткость руля можно менять через настройки, естественно. Есть у нас 4 типа движения. Это Normal, Eco, Sport, настраиваем режим. В каждом из этих режимов вы можете поменять жесткость руля. Сейчас она стоит в среднем положении. Можно поставить слабое, либо спортивное, да, скажем так. В этих 3 положениях только можно поменять руль. Мощность мотора, соответственно, это уже согласно выбранного вами типа движения. Далее, интересный режим. Снизу у нас есть такой лепесток с плюсом. Это режим низкой батарейки. То есть, когда у вас батарейка разряжена и вы хотите дотянуть до зарядки, нажимаете на этот лепесточек, и у вас автомобиль переходит в супер экономичный режим. А если на дороге дождь или снег, то нажимаете, выбираете такой режим скользкой дороги. Вот для меня лично прямой конкурент – это Lysian i6. Там тоже очень хороший автопилот, там такая же хорошая вместительность салона. В целом и выглядит он тоже так вот агрессивненько. Все-таки i6 это не i8. А я когда сюда ехал, я хотел его сравнить с Люксидом R7. Потому что Люксид R7 мне очень сильно понравился. Они примерно там такого похожего форм-фактора. Но, как мы с тобой посчитали, мы уже разложили по полочкам, Люксид выходит немножечко дороже. Дороже, да. Чуть-чуть. Ну и для меня форм-фактор и визуал все-таки Люксида это противоположность данному автомобилю. Здесь грубые формы, автомобиль выглядит прям спортивно, агрессивно. А Люксид, он агрессивно не выглядит. Вот этот автомобиль выглядит как седан. Если так спереди смотреть, думаешь, какой-то едет седан. Люксид, сразу ты видишь, что это кроссовер. Вот я такого не вижу в Люксиде. Все равно автомобиль хороший. За свои деньги, то, что они предлагают, да. На первый взгляд, кажется, батарейка 85 киловатт-часов маловато. Но тут расход. У полноприводного автомобиля, как вы видели, сегодня 16 киловатт-часов. Это у тестового автомобиля, на котором все гоняют, включая нас. Да. Да. А если вы будете использовать автомобиль в своих целях, я думаю, вы будете к нему относиться бережно, нежно. Там, скорее всего, вот те заявленные, 12 вряд ли, наверное, будет, а вот 14 наверняка 14-15, будет. Да. А это для полноприводного автомобиля, ребят, это просто шикарный показатель. Согласен. Задний ряд здесь комфортный. Комфортно сидеть здесь. Бедро у меня лежит на сидушке. Очень хорошо. Утопился. То есть диванчик у нас такой с наклоном. Антон-то вообще по-королевски сидит. Ему просто, да, он тут может развалиться и спать. Самое интересное в этом автомобиле то, что у него невысокая официальная 30-минутная мощность. Всего 85 киловатт. И вот утиль будет на 1 300 000. То есть для такого мощного автомобиля это не так много для полноприводного. Смотрите, какая коробчонка. Беспилотная. Давайте чисто по ощущениям, так по циферкам, да, сейчас вот с 0 до 100 засекем, сколько она едет. Машина сзади, давай. 100.
Зеркала действительно, когда ты в них смотришь с водительского кресла, они маленькие. К стойкам, в принципе, вопросов нет. К рулю, к педальному узлу тоже вопросов нет. Эргономика здесь хорошая. Алексею не хватает физических кнопок. Мне достаточно, потому что с автомобилем здесь надо разговаривать. Давайте проверим радиус разворота. У моноприводной это 5,4 метра, у полноприводной 5,75. Мы сейчас на полноприводной версии. Насколько откидывается задний ряд? Немного. Ну, 3 сантиметра, по-моему, что-то такое. Управление в дверных картах. Ну вот она разница-то. Она, смотри, вот она. Подожди, чтобы разницу понять, надо вот так вот закрыть. Вот. Сколько здесь? 5 сантиметров. Угу. Отдельное спасибо вот за вентиляцию в стойках. А то некоторые автомобили в эту стоимость зажимают вентиляцию в стойках и отдают ее где-то вот сюда, чтобы она в коленке дула. Ну, это не прикольно. Здесь у нас также есть и подогрев, и вентиляция на 2 сиденьях. Посерединке, к сожалению, обделили. Телевизор платный или нет? Нет, он идет уже, так сказать, в базе. Вот. 17 дюймов. Мне нравится, что они продумали хорошо историю со шторкой, хоть и ручками, но все же спасает. Про багажник вам Алексей сегодня уже подробно рассказал, а я хочу отметить вот такую небольшую фишку. Добавили они, значит, с Onvo L80 фичу с рейками. Теперь вы можете как-то компоновать, вот сделать здесь столик, здесь они вот так все закрепили основательно, разложили аппаратуру. Как они сказали, данный вот этот образец, он подходит под тип Young DJ Style. Вот это вот все. Чтобы ты современный, ты такой весь с аппаратурой, вечно куда-то двигаешься, на кипише. Вот это автомобиль именно для вас. Ну и по типу L80, L90 вы, наверное, думаете, здесь хороший багажник спереди. Увы, ах, его тут нет. Это что такое вообще, господа онвовцы? Расслабились. Ну, капец! Ни постукивания, ничего. Зачем это надо здесь? Ну и вообще, зачем рассматривать данный автомобиль покупки в России? А все потому, что это, можно сказать, единственный в своем роде полноприводный автомобиль с минимальным утилем на 1 300 000. То вот такие у нас реалии теперь. Так, ребят, сейчас будет у нас интересный опыт по управлению автопилотом на парковке. У нее есть функция автоматического поиска выхода. Вот, обратите внимание, то есть поиск выхода. И вот как она это будет делать, не зная, где она находится совершенно, то есть не без памяти своего парковочного места, это очень интересно. Здесь есть... Обрати внимание на... Видишь? 对，它识别这里文字还有标线， So it can recognize the 这 words, 热区的这个位置。 text Мгм. around you. Так, она распознает текст на вывесках. Вот это уже интересно. Это не автопилот, а это именно искусственный интеллект, который читает все, что находится здесь на парковке. То есть он действует так, как человек в незнакомой ему среде. Ориентируясь по таким вывескам, по знакам, по обозначениям, по различным. Слушайте, очень интересно. Так, она вот сейчас проехала выход, увидела. Так, она сейчас сама сдает назад, поворачивает и выезжает. Слушайте, магия. Просто магия. Это действительно уже искусственный интеллект. Да, друзья, это, конечно, просто что-то. Нет, ну, мы каждый раз думаем, ну все, это предел технологий. Это предел возможностей технологий. Ну, каждый раз мы удивляемся, что что-то происходит новое. Читает на все знаки, все надписи, читает, считывает, переводит, и, соответственно, искусственный интеллект говорит ей, куда двигаться. Вот здесь камера, она фотографирует то, что происходит, то, что она распознает, все знаки, всю информацию. Есть два варианта автоматического выезда с парковки. Первый – это доехать до лифта. До лифта, да, либо до лобби, типа до лобби, где у вас посадка в лобби. Да. И второй – это, соответственно, выехать вот наружу. Вот сейчас мы выехали полностью
из парковочного места. Слушайте, ну здорово. Еще один очень интересный сценарий именно для меня, когда я приезжаю на какую-то парковку, особенно отельную, я не знаю, где лобби. А вот автомобиль может найти лифт к лобби отеля. 领航开始。 И используя AI, и используя чтение всех этих вывесок, мы сейчас приедем к лобби гораздо быстрее, если бы я это делал самостоятельно. Так, 已到达目的地。 Все, говорит, приехали. лифт вон там. Все правильно он сделал. Антон, скажи мне самое главное, взял бы автомобиль или не взял? Взял бы. Вот Взял честно, мне понравился. Тот случай, когда мне понравился, но я сейчас тебе сказал, я сразу же про франк вспомнил. Мгм. Меня это огорчило. Честно, огорчило. Потому что в современных реалиях это та вещь, которая уже необходима, я бы сказал. Оно тебе дает много очень пространства. То есть, если у тебя автомобиль вот такого класса и хочется спереди что-то перевозить, ведь сейчас- Рыбу. Да хоть что, ну понимаешь, сейчас мелкие А автомобили. здесь сзади есть вон какой глубокий багажник с холодильником со встроенным. Друзья, это единственный автомобиль, где вот так они продумали холодильник. Потому что все-таки холодильник это, мне кажется, очень интересная вещь для гибрида, для электромобиля, где у тебя есть 220 вольт электричество. Но там И вот- прям не холодильник, там у тебя прям это морозильная камера, да, Вот, да, да. понимаешь? И вот самое главное, что, ну, если, допустим, разобрать, да, вот что в любой автомобиль можно поставить, да, вот мой Можно. Polarstone, я могу поставить холодильник, но он будет болтаться, будет ездить вот так, а здесь он стоит конкретно, стоит в своем месте, не болтается, не мешает, его не видно совершенно, он вообще, то есть, никак не заметен. Ну, Это не классно. знаю. Спорно, потому что, да, если тебе не нужен франк, я бы взял этот автомобиль. Для меня он внешне прикольно выглядит, он в потоке смотрится великолепно, динамика у него отличная. Если в Китае им владеть, так вообще это можно брать и с арендой батарейка, со свапом, да, имеет место быть. В общем, друзья, нам, как обычно, интересно, что вы думаете про этот автомобиль. Напишите в комментариях. А с вами, как всегда, была компания Pandaway из Китая. Будьте с нами. А и мы во в всем будет тенек. хорошо. Пока. Так, Антох, пошли покажу тебе кое-что. Тенек? Надеюсь, ты мне покажешь. Тенек позже будет. Ты всегда мечтал о кофемашине в машине. Нет, так неинтересно. Это не встроенная вещь. Это что-то громоздкое, это надо с собой возить. О, холодосик. Вот можно меня вот туда сейчас? О, В любом случае, смотри, полноценная кофемашина с зернами, Антон, с зернами. а куда это они все? А вообще какие? Смотри, у них какая штуковина вот она предусмотрела. Правильно. Это вот сюда, раз, вот так вот так чпонькс. Туйдунькс, и все. И кофе варим. Открываем свой маленький бизнес. Фигачим. Прикольно. Все, пошли в тенек.